А вот вы говорили, что если дойти до истоков самых первых, да, то это что-то совсем другое. Да, это... Это как перед первой жизнью, до рождения души. Да, это ты как будто получаешь вот этот... Ну, ты получаешь только момент вот этого пробуждения, просветления. На какой-то маленький промежуток времени ты чувствуешь огромное счастье, как бы, и как будто до тебя Бог докоснулся. Ну, это просто как бы ощущение разовое. Но оно, это знаешь, нет, во-первых, он решает все запросы на момент. То есть человек пришел с запросом, если ты его до туда довел, и он наполнился этим ресурсом, у него сразу это все разрешается. Что все разрешается? Ну, его не беспокоит проблемы, с которыми он пришел, и они не возвращаются. Ну, грубо говоря, какая-то проблема, не знаю, там, семейная, рабочая. Ну, то есть, когда там решает человек, да, нет, там, уволиться, не уволиться, грубо говоря. Как она может разрешиться, попав туда? Он скажет, да мне плевать на работу и все. В этом плане. Ты сейчас говоришь про социальную проблему, но социальная проблема, она же формировалась тоже из чего-то. Например, у него на работе все время его давят там и что-то там у него... Да, его давят, потому что он притягивает это. Если ты разрешишь, у него поменяется отношение людей по отношению к нему. То есть фактически он через изменение себя разрешает все окружающие. Да, вот чем мы, собственно, занимаемся. Когда ты находишься среди людей, люди всегда занимаются подражанием, отождествлением. И если у тебя состояние поменялось, и ты это состояние держишь в себе, ну, оно поменялось, у тебя стало другое, то уже эти люди, которые на отрицательное что-то шли, они уже не идут. Но им нет смысла, они чувствуют другое просто состояние твое. Поэтому и происходит, говорят же, что в жизни происходит трансформация, изменения именно в социуме. Потому что меняется внутреннее состояние. И вообще весь мир так завязан. Все то, что происходит, у нас происходит внутри. Любую проблему можно решить внутри и перейти на другой уровень. Поэтому вот, например, если ты хочешь какой-то получить ресурс, когда человек говорит, что я хочу получить какой-то ресурс, это говорит о чем? О том, что он хочет быть не такой, как все. Это, в большинстве случаев. Я хочу чем-то отличаться от других. Это работает эго. Чем больше у тебя таких ресурсов, тем у тебя больше эго, и тем меньше у тебя способностей на здесь, сейчас. Понимаешь? Как только ты получила все ресурсы, тебе уже не нужно... Ты не будешь говорить то, что я там такая, я умею там то, я умею это. Тебе это вообще не нужно. Зачем? Какой смысл говорить о том, что это у тебя в порядке вещей? И тебе уже не хочется. Чем больше человек прорабатывает эго, внутреннее свое состояние, тем меньше у него проблем, и тем больше он может сделать. Но чем больше у него способностей, тем меньше у него желания эти способности проявлять. Показывать то, что я там умею вот это, я вот это умею. Проявлять имеется в виду не работать ими, а именно хвастаться. Да, то, что я умею это, я умею то. Поэтому. И чем больше человек отдает, тем больше получает. Вот я, например, на вот то, что рассказываю, это новое. Это я только разработал, только сделал. Как только новое что-то получаю, я сразу рассказываю то, что в процессе. Я не держу в себе, чтобы там потом зазвать куда-то еще на какой-то тренинг. Мне не надо. Я отдаю все, что имею на данный момент, я все дам. Потому что я уже завтра, послезавтра, на следующей неделе получу другое. Это происходит уже в автоматическом режиме. Это очень интересно. И человек же... свойство или у вас? Общее. Потому что человек же это держит для чего? Для своего эго. Что это вот только у меня есть, а у других это нет. Это только я умею, а другие не умеют. Хотя, по сути, наоборот же будет хорошо, если все будут уметь. Давайте.